Всем привет! Это не местные, а мы уже в Грузии. Где мы? Мы вернулись в Батуми спустя полгода. Видите, как тепло мы одеты? Мы больше не в одних купальниках и шортах. И хотели бы вам показать и посмотреть сами, что же изменилось здесь, в Батуми, за полгода, которые мы отсутствовали. Да, мы приехали сюда из плюс 32 в плюс 12. Это был большой шок. Долго мерзли. Вот уже пару дней, несколько дней прошло. Искали квартиру. Как вообще произошло, если кому-то это интересно, рассказываем. Мы сюда приехали и сняли квартиру, обычную квартиру посуточно на несколько дней. Сначала на 3 дня сняли, думаем, сейчас быстро найдем вариант на долгий срок. Мы здесь сюда приехали надолго. И не смогли найти, точнее дождь был, очень плохая погода, поэтому отсиделись. Как раз акклиматизация такая легкая прошла, джет-лаг и все на свете. Дофамин из точки вот такой выше, просто вниз. Солнца здесь вообще не было, да, было непривычно по сравнению с Таиландом, не говоря уж о температурном режиме, здесь холодно. И в итоге мы решили продлить еще на 3 дня квартиру. Ну, в общем, за эти 3 дня ее сняли уже. Квартиру очень нормально, неплохую, свеженькую. И теперь будем в ней жить и рассказывать, что вообще в Батуми происходит. И сегодня у нас выпуск, чему посвящен? Потому что мы вместе с вами смотрим, что изменилось в Батуми. Изменилось ли? Ну вот, я напоминаю, что мы не были здесь полгода. И вот интересно, что в Батуми вообще поменялось, да. Ну, погода в Батуми здесь такая, что мы думали, что приедем уже будет хотя бы градусов 25, но не тут-то было. Пока вот так вот. Пока сегодня плюс 16, уже идет на потепление. Мы видим, что люди проходят в шортах, в футболках. Мы ходим, у меня футболка, толстовка, ветровка, но скорее это просто еще и акклиматизация. Мы не можем взять и вот так вот быстро привыкнуть к этой погоде. В целом, да, мы мерзнем. Отсутствие солнца тоже дает о себе знать. Настроение было такое, значит, не сказать минусовое, это на нуле. И как только появлялись теплые лучи солнца, мы, конечно же, бодрились и продолжали поиски квартир. Основное, что хочется сказать, что вот мы заметили пока в Батуми, что поменялось. Глобальный ремонт на набережной. Мы сейчас идем по главной набережной вдоль моря. Вон там у нас Черное море. Очень красивое сегодня, кстати, небо. И вот здесь постоянно мы видим ремонт. Вдоль всей набережной, начиная от Орби, вот это Орби, и даже раньше, вот от Мариота, наверное, от Магнолии, мы видим везде раздолбанную вот эту вот середину. Кстати, да, здесь поменяли дорожку, вот сюда раньше была совсем разбитая, она плохая, и сделали ее нормальную, переложили, ну это круто. Но вот здесь вот поребрики меняют. Здесь мы везде видим вот такую спецтехнику. Какие-то тоже меняют какие-то плиты, тоже что-то. Ремонт, в общем, везде идет. Причем он глобальный, и до начала сезона осталось, я не знаю сколько, 1 июня сезон, сейчас конец мая. Считанные дни остались до начала сезона. Успеют, вот это, мне кажется, точно не построится. Что это такое вообще? Так что вот это пока первое, что бросается в глаза, что набережная большей своей части вся перекурочена. Да, с одной стороны это круто, что здесь что-то двигается, меняется и строится. Но вот сейчас гулять не очень приятно. Это вот самое начало, а дальше я вижу там что-то еще все хуже. Сейчас дойдем, покажем вам. А сейчас мы находимся вот напротив Black Sea Tower. И здесь, как видим, тоже ведутся ремонтные какие-то работы. Есть такой трактор, как его назвать, перерывает кусочек набережной. В общем, все ремонтируется, все застраивается. Я не знаю, что здесь будет. Возможно,
Здесь положат какую-то плитку, возможно, просто роют, перекапывают для того, чтобы что-то посадить. Нет, здесь просто меняют коммуникацию. Меняет коммуникация? Да. Да, вот смотрите, что здесь будут прокладывать. Но на протяжении всей набережной. И пока не очень-то привлекательно выглядит набережная. Но вот собаки дают привлекательности набережной плюс 100. Привет. Ты Ой, спишь? потягушек, вот так. Хочешь повернуться, дать себе брюхо, а не может, она же под лавочкой. Классная собака. Поставьте лайк этому псу. Вот. Классно же. Это Батуми, это А город. еще, между прочим, у нас есть выпуск про собак Батуми. Если вы его не смотрели, вот здесь будет ссылка, обязательно посмотрите. Ну, я не знаю, он не может не умилять и просто Его не поднять посмотрели настроение. всего сколько-то, 300 человек, что Ну, ли? почему-то да, он не вошел в рекомендации, но посмотрите. Да, он очень Это классный. Да, миллиметр зашкаливает. Мы его собирали, ну, месяц, наверное, точно, по маленьким кусочкам видео собрали, наверное, всех собак Да. Батуми. Поэтому смотрите. Ну вот мы прошли еще метров 300, и как будто бы набережная закончилась, но мы же знаем, что мы здесь ходили. Если вы помните или знаете, что мы здесь устанавливали наш рекорд по шагам, ссылка будет вот здесь вот. Здесь или здесь? Ну, в общем, тоже посмотрите, кому интересно, спортивный выпуск, мы прошли много тысяч шагов. Да. И вот смотрите, что мы видим. Все, набережная закончилась, и что тут все перерыто. Говорят, возможно, когда шторм был здесь в Батуми в прошлом году, А вот укрепление строят. после него еще, да, все это разрушено и строят специальное укрепление, чтобы следующий шторм уже не так сильно пагубно сказался на набережной. Потому что здесь все, здесь плиты были вот здесь везде, все перекинуто прямо до этого здания, говорят. То есть прям очень сильный шторм был. Поэтому, да, здесь вот уже никак не пройдем. Придется нам вот сейчас за голубем тихонечко пройти, хотя вот там можно пройти. Давай здесь пройдем. И вот выходим на набережную. Ну, здесь для велосипедистов, для роликов и для бегунов дорожка. Но приходится нам вот гулять здесь, потому что здесь все прерыто. И она еще слишком довольно далеко будет идти, эта набережная, поэтому там еще вдалеке вон метро Сити где-то. То есть привлекательность не очень-то. Пока. Но Пока, да. мы понимаем, что все это починят. А вот когда все починят? То есть Я думаю, что к сезону, наверное, должны восстановить, потому что набережная продолжительная, набережная в Батуми, это вообще визитная она карточка. очень длительная, продолжительная. Это набережная, по ней можно гулять с удовольствием. И на всей протяженности набережной столько развлечений, кофе, мороженое, тиры и прочее, прочее, прочее. Поэтому я думаю, что к сезону максимально ее приведут в порядок. Вот еще немножко прошли, и смотрите, что мы видим. Здесь дорога, вот она заканчивается. Вот здесь мы шли. И конец. Что случилось? И теперь единственный путь, по которому мы можем пройти, это вот здесь. Путь, да, это то есть по траве сейчас придется идти. По траве, по пыли, тут же велосипеды, тут же коляски, тут же люди бегают. Но пока так, пока вот есть такие неудобства, и это такое значительное изменение. Первое, что мы увидели, когда вернулись сюда. То есть закончилась дорога и для пешеходов, и для, да. Ну нет, она есть. Вот люди идут, но это уже не асфальтированная такая вот привычная нам дорога. Ну, да, здесь явно не для того, чтобы люди ходили, тут трава все-таки росла, и сейчас, похоже, уже совсем не будет расти. Но погода радует. Хоть сегодня и не так тепло, плюс 16 всего, но из-за солнца прям очень прекрасно. Мне нравится, тепло. Хотя мы в толстовках, но уже без них будет скоро хорошо. Вообще я думала, что когда мы прилетим в Батуми, свеженько загораю, купаюсь в море. Но море оказалось 16 градусов тепла. 16. То есть май явно и конец мая, и даже июнь, я думаю, не для купания. Прогревается здесь в июле, наверное, да? Да, да. В июле. Июль, август, да, это прям самые теплые месяцы. Но есть люди, которые любят зайти в море и освежиться, взбодриться, тогда это для вас. Но они и в феврале тоже бывают. Ну да. Ну, гулять уже классно, очень много людей, позитивная атмосфера, красивое небо, шикарные пальмы. В общем, все есть для того, чтобы здесь отдыхать. Можно даже и работать, гулять. Класс. Ну, дошли бы до метро Сити. Вот он здесь слева. Напротив него тоже мы видим ремонт.
Здесь мы видим вдали каток. Понятно, что ремонтные работы ведутся. Ну вот мы видим, да, мы, что неудобно здесь идти по этой дорожке. Здесь и самокаты, и на велосипедах катаются. Все вот по этой дорожке, потому что ну, вот там парк, здесь перекопано все. Идем дальше, и вот мы видим, что здесь уже такие конструкции лежат. Справа можно ходить, уже гулять. И здесь, смотрите, тоже уже уложено все. Все, вот здесь вот закончились работы. Ну, точнее, не закончились, но уже виден конец. Здесь скоро все закончится. Здорово. В общем, здесь уже вот можно гулять, здесь уже комфортно. Ну и одно из главных и приятных нововведений — это появление вот таких вот классных воркаут-площадок на всей набережной. Но вот мы видим уже вторую, уверены, их будет больше. Раньше здесь были маленькие, такие тоже функциональные, но очень маленькие. А сейчас просто посмотрите. Здесь полноценные. Да, свежее оборудование стоит. Здесь можно и пресс покачать, и спину. И даже собаку можно погладить, она добрая. Вот здесь есть и брусья, как называется, и можно подтянуться. Все, в общем, все круто. Площадка очень функциональная, и главное, здесь всем хватит места. То есть мы можем посмотреть большое количество. То, что люди обычно занимают, то и здесь даже не одно, например, а два. Поэтому в этом плане, конечно, очень здорово. Это прям топ. Что осталось точно неизменно в Батуми, так это море, это камни. Мы сейчас вот почти в конце набережной, где такие красивые камешки. Сидим, да, чилим. Прекрасно. Тепло, шум моря, камни. Такая обстановка, умиротворение. Вы смотришь вдали, глаза отдыхают. А что остается незыблемым в Батуми, да и во всей Грузии, наверное, это белье, сушащееся на многоэтажках. Вот, пожалуйста. Сушат нормально, все хорошо. Еще бывают даже между домами такие веревки. Протягивают и нормально сушат белье после стирки. Зачем это здесь так делают, я не знаю. Ну, даже понятия не имею. В общем, все стабильно в Батуми. Что еще изменилось в Батуми, так это курс лари к доллару. Но в целом курс стал немного выгоднее по сравнению с тем, каким он был полгода назад, когда мы уезжали. Это, конечно же, сказалось на стоимость жилья. Она стала немного ниже, но мы понимаем, что сейчас все-таки приближается сезон, и цены будут немного повышаться. Но если вы хотите приехать сюда и арендовать квартиру на длительный период, например, на год, то можно снять за очень хорошую выгодную цену и контракт заключить на год без изменения цены на лето. На самом деле цена прилично упала. Например, в прошлом году мы снимали цену там, за $500, грубо говоря, в месяц, плюс-минус. Сейчас уже можно за 300-350 снять. Ну, может быть, за 400 такого же уровня. То есть процентов там на несколько процентов снизились цены. Я думаю, сезон уже начинается, я думаю, уже сильно не поднимутся. Поэтому реально стало выгоднее здесь жить. И это радует, потому что хочется, чтобы подешевле было жилье. И классно. Чувствуется приближение сезона. Появились такие машинки, правда, с китайскими иероглифами, которые будут катать всех туристов. Вот, так что приезжайте в Батуми. Вы можете здесь раз, два, три. Сколько здесь человек может сидеть? В общем, много человек, как минимум 4, которые могут крутить педалями и путешествовать по всей набережной. Надеюсь, ее доделают до конца. Все будет хорошо. Идем дальше. О, Гранд Молл. Да, тот самый Гранд Молл, на который был у нас обзор недавно. Ну как недавно? В прошлом году. Кому интересно, вот ссылочка в описании. Не в описании даже. Ссылочка вот сверху вам появляется. А давайте посмотрим, что изменилось в этом
самом большом торгово-развлекательном комплексе Батуми за полгода. Что вообще там? Он был такой недостроенный еще, когда мы снимали. Ну, точнее, мало там что-то, что было. Зара там не было. А появилась ли Зара в Гранд-моле? Посмотрим. И я предлагаю перенести это в следующий выпуск. Так что следующий выпуск будет про Гранд-молл Батуми. Смотрите.